Друзья, всем привет! Серферы, наши любимые девианты, бездельники, кто там, медоеды, кельты. Короче говоря, все, кто регулярно смотрит мои оба канала, приветствую у нас в эфире. Сегодня топовый гость, которого вы все любите, Виктор Курчев, эксперт по энергетике, гражданин, который сейчас оказался в очень интересных процессах, о которых мы сегодня будем говорить, потому что наша тема будет посвящена энергоатому. И мы будем не просто говорить сквозь призму там, каких-то новостей, а уже с более основательных позиций, потому что в парламенте была создана следственная комиссия ТСК, которая занимается расследованием происходящих процессов в энергетике. И этот эфир будет первой ласточкой в череде такого сериала энергетического, который там будет с определенной периодичностью развиваться и, соответственно, выходить новые серии. И вот вчера было заседание этой комиссии, посвященное энергоатому, где была масса всяких интересных процессов. Ну и вот Виктор, который имеет отношение к этой комиссии, он с нами поделится теми проблемами, которые там всплыли. Ну, во-первых, расскажи, как ты туда попал и в качестве кого. Да, всем добрый день. Вот я попросил Юру про сегодняшний эфир и в частности про, скажем так, серию эфиров. Я сейчас объясню всю логику происходящего, да. Я за все наш, наверное, 5-летний опыт эфиров с тобой, да, обычно, до этого я приходил просто как, скажем так, человек и гражданин, и всегда там по энергетике, в частности, или по разным другим темам у нас были эфиры, я высказывал свою личную позицию человека и гражданина. Сегодня первый раз это не так, есть определенные, скажем так, элемент субординации, и я сейчас поясню в чем вопрос. Безусловно, значит, 22-23 год, 24 год для энергетики в связи с теми событиями, происходящими, значит, и ударами по нашей энергетике, это были тяжелые годы. Много вопросов, скажем так, висело в воздухе. И в прошлом году, скажем, эти подвисшие в воздухе вопросы нужно было канализировать. Да? И в результате разных процессов внутри украинского парламента в конце октября 2024 года была создана Временная следственная комиссия. Там у нее сложное трехэтажное название, значит, по расследованию возможных, значит, фактов злоупотреблений и так далее в энергетике, сокращенно ТСК по энергетике. Да? Первоначально в состав комиссии вошло 12 народных депутатов. Председателем ее стал Алексей Кучеренко, фракция «Батькивщина». А недавно, на прошлой неделе, еще 2 депутата, значит, это Скороход и Виктория Гриб, туда вошли, участвовали 14 человек, 7 из которых это представители правящей партии «Слуга народа». Вот такая у нас диспозиция. Значит, в силу того, что в этой комиссии я многих людей знаю, скажем так, и доверяю, начиная от ее главы, мы, скажем так, у нас было много консультаций на эту тему, условно в начале февраля этого года я легализовался в этой комиссии как главный консультант. У меня есть, скажем так, трудовой договор с аппаратом Верховной Рады, потому что нужно было трудовые отношения узаконить, потому что там есть доступ к документам, значит, и так далее, и так далее. Секретным в том числе. В том числе, да. Потому что это понятная чувствительная тема. Тем не менее, это произошло, и мы начали активно работать. Функционал этой комиссии очень широкий, то есть фактически это все вопросы прямо или опосредованно, которые касаются энергетики, а самое главное, то, что интересует население Украины и, скажем так, бизнес Украины, это экономическая обоснованность тарифов
или там цен на, скажем так, электроэнергию, газ и там прочие энергоносители на нерегулируемых сегментах рынка. Вот, поэтому больше месяца я уже как бы в этом процессе. Вот, в принципе, достаточно как бы все как бы конструктивно. Вот, считаю, что из какого-то скучного бюрократического процесса это можно и нужно, скажем так, с обществом можно и нужно правильно коммуницировать. Речь идет о фундаментальных вообще вопросах, потому что по целому перечню обстоятельств, по глупостям, которые за последние 30 лет как бы делались в отрасли в энергетической, по управленческим глупостям, там, по разным причинам, заканчивая российскими ударами, да, мы подходим к точке бифуркации, вот, и вынуждены констатировать, что старой энергосистемы Украины уже нет. Все изменилось и с точки зрения структуры мощностей, с точки зрения нагрузок, их распределения по стране, вот, с точки зрения всего. А также вылезли, и есть вопиющие случаи, когда не совсем продуманная регуляторная, значит, скажем так, политика или, может быть, не совсем подготовленный переход на новую модель рынка в 2019 году там породил там целый ряд там перегибов. Вот, и во всем вот этом вот ворохе проблем, которые накопились там за последние там 30 лет, приходится как бы сейчас разбираться. Вот, поэтому здесь есть определенные, как бы опять же, самоограничения, определенная этика, потому что в конечном итоге это не просто посты или вот эфиры, это будет в соответствии с регламентом Верховной Рады и законом Украины про тимчасовые слідчі комиссии будет облечено целый ряд документов, который будет проголосован сначала на КБТСК, а потом подан на голосование Верховной Рады. И в принципе, не существует другого механизма из всех доступных нам инструментов. Верховная Рада как бы легитимный орган, нравится вам или не нравится, но там сидят народные избранники, вот, которые облечены определенными функционалами, функцией парламентского контроля. Вот, поэтому из всех доступных как бы механизмов этот, на мой взгляд, является как бы оптимальным и доступным. Вот, поэтому я трачу свои там силы, время на это, вот, для того, чтобы там, к маю месяцу выйти на какой-нибудь промежуточный результат. Вот, поэтому есть определенные там субординационные как бы ограничения. Вот, мы друг другу дали честное слово, что все будет максимально корректно, профессионально, без истерик, с соревновательным процессом. Любая там компания, в частности там Энергоатом, значит, должна быть готова к открытой дискуссии, и все их, значит, встречные аргументы как бы должны быть там услышаны там, депутатами и так далее, и так далее. В общем, все, по чесноку, грубо говоря, там должно быть. Поэтому вот эту вступительную, скажем так, часть будем считать, что мы закрыли. Значит, теперь, вчера, теперь давай попытаемся рассмотреть, вот какие же ключевые темы рассматривались на этом заседании, которые там сколько? Два часа продолжалось. Предполагается целый ряд рабочих групп. Вот вчера была по Энергоатому. Это пока не заседание комиссии, это рабочие группы, на которых просто происходит открытая дискуссия. Да. В эту пятницу будет следующая с Укрэнерго. Вот, и я буду тебя просить в следующем эфире там, на понедельник, соответственно, по результатам той рабочей группы. Вот, наверное, будет нефтегаз, это постоянный процесс, будет агентство развития, это по вопросам фортификации, это вот будки, черепахи, Наема и так далее. То есть работы как бы очень много. Вот, поэтому, опять же, будем вовлекать украинскую общественность в этот процесс, будем знакомить с этим как бы, результатом, потому что это вообще архиважная общественная вообще история. Значит, что по поводу вчера? Да, вчера состоялась у нас двухчасовая рабочая группа. Значит, туда был приглашен, значит, Энергоатом.
ну, персонально, значит, руководители, но сам президент Энергоатома имел в это время более важные дела, он не явился. В лице другого вице-президента Энергоатом был представлен, и еще там 3 человек, ну, типа там главного бухгалтера, значит, начальника там, финансового департамента, советника президента. Вот были приглашены, значит, народные депутаты, вот были приглашены Министерство энергетики, Минэкономики, Госатомрегулирования, НАБУ, СБУ, там другие, значит, органы, ну, эксперты, журналисты. Значит, открытое заседание, есть линк в Ютубе, значит, любой может ознакомиться, у кого хватит терпения 2 часа вот на это смотреть. Значит, в сухом остатке. Дискуссия была максимально, я считаю, как бы корректная. Были подняты и повисли пока в воздухе без ответа много вопросов. Вот. И хотел бы я, скажем так, с бюрократического языка перевести на общепонятный для наших как бы зрителей. Вот, и вовлечь их как бы в эту дискуссию, в последующий процесс. Значит, что мы имеем? Мы имеем компанию «Энергоатом». Это оператор наших всех атомных электростанций и прочей инфраструктуры. Значит, с установленным, на балансе, значит, которой 15 атомных блоков, 13 больших мощностью 1000 мегаватт каждый и 2 маленьких. Первый, второй блок Крыловецкой атомной электростанции. Ну, правда, из этих 15 блоков 6 в виде Запорожской атомной электростанции находится на оккупированной территории и сейчас у нас не в балансе. То есть она, значит, ЗАЭС не работает, хотя собственные нужды ее запитаны от Украины. Значит, компания «Энергоатом» с точки зрения баланса украинской энергосистемы занимает ключевую позицию. По итогам 2024 года это 60+% производства электроэнергии. У нас с тобой было много эфиров в прошлом году перед началом осенне-зимнего сезона. Да, мы говорили об этом. Пройдем зиму, не пройдем зиму. Я говорил о том, что у нас есть одна красная линия. Да? Если не будут бить по станционным узлам атомных станций и они будут в работе, то мы зиму пройдем. И только зависит от температурного режима с теми или иными как бы ограничениями. Вот зима была теплая, прошли практически без ограничений. Да, и все как бы это видели. Значит, компания «Энергоатом» имеет доставшуюся в наследство ей инфраструктуру. Значит, эта инфраструктура практически полностью, ну, до недавнего времени, до недавней переоценки, полностью самортизирована. Учитывая, что в цене «Энергоатома» нету цены электроэнергии, нету составляющей на пополнение фонда вывода из эксплуатации блоков в будущем, да? И нам когда-нибудь в будущем придется это делать за государственный как бы счет, то в принципе на фоне других источников генерации эти косты, они невысокие. И у этой компании есть, ну или был, запас прочности. Она, ну, как бы архиважную роль играет вообще для выживаемости, значит, украинской как бы энергетики. Значит, есть много вопросов. Много. Наверное, каждый в Украине слышал про достройку Хмельницкой атомной электростанции, там 3-4 блока, реакторы непонятно какие, то ли болгарские, то ли российские. Значит, ну, есть там какие-то постоянные, скажем, в медийном пространстве в прошлом, позапрошлом году, там, скажем так, скандалы, связанные с закупками. Есть целый ряд народных депутатов, для которых это кровоточащая рана, ну, сам «Энергоатом», там, типа, я не знаю, там, Ярослава Железняка, например, да? И так далее. Очень много. И вот мы пытаемся навести, значит, в этом всем деле порядок и ответить на главный вопрос, что вообще говоря с ценой на эту электроэнергию, вот насколько она, например, обоснована. И вообще говоря, способна ли Украина себе позволить эти мегастройки, которые стоят на повестке дня? И за чей счет этот банкет в конечном итоге? И это как бы вот название как бы нашего эфира. Да?
Значит, что мы имеем? Значит, за последние меньше, чем за 2 года мы пережили двуразовое повышение цены на электроэнергию для населения. Это 1 июня 2023 года до 2 гривен 64 копеек и 1 июня 2024 года до 4,32 копейки, ну, которые существуют на сегодняшний день. То есть было 2 компании по повышению тарифа. Значит, сам Энергоатом, он участвует в механизме перекрестного субсидирования. Это называется механизм ПСО, условно. У него есть там соцнагрузка. И он вынужден датировать, значит, основную часть вот этого тарифа для населения. К чему, какие последствия от этого увеличения тарифа, двуразового увеличения тарифов, да? Ну, последствия таковы, что дополнительно в энергорынок, в систему, там зашло больше, наверное, 80 миллиардов гривен по итогу, ну, за вот эти 1,5 года, да, дополнительных денег. Когда готовились документы и обоснования под эти повышения в свое время, в 2023 году и в 2024 году, главной риторикой и вообще в тексте пояснительных записок к этим постановам, это было удары. Ну, нам нужно восстанавливать. То есть нам бьют энергетическую инфраструктуру, нам ее нужны источники средств на ее восстановление. Вот это был главный риторик. Но правда состоит в том, что никакой централизованный условный фонд, в который должны были зайти вот эти дополнительные деньги, которые зашли в энергорынок, да, он не был создан. И алгоритмы работы различных сегментов рынков не были изменены специально под это. Более того, Энергоатом не является пострадавшей компанией, в отличие от ДТЭКа или Укрэнерго, да, потому что бьют в основном магистральную сеть подстанций. Значит, ДТЭКу разбили 4/5 его мощностей тепловых электростанций в прошлом году прямыми концентрированными ударами. Да. Энергоатом не является пострадавшей стороной в этой истории. То есть повышение тарифа, дополнительный поток в рынок и неизменение алгоритмов работы на этом энергорынке привело к тому, что 2/3 этих дополнительных денег это фактически денежный поток Энергоатома. А именно на эту соответствующую сумму его обязательство по ПСО, то бишь по датированию вот этого населения в рамках механизма энергорынка уменьшилось. Это означает, что с той части, с коммерческой части условно, где Энергоатом по свободным ценам продает электроэнергию на рынок, да, меньшая часть денег, меньшая часть этого денежного потока уходит на датирование. То есть для него это означает живые деньги. Первый факт. То есть Энергоатом за последние 1,5 года, благодаря этим 2 повышениям, получил дополнительные деньги. Условно плюс 50 миллиардов гривен. Я могу чуть-чуть ошибаться, но это не меняет сути. Суть она такая, примерно. Да? Второй момент. В прошлом году была проведена корпоратизация Энергоатома. Был сформирован независимый НАП-совет. В этот НАП-совет вошли 2 представителя государства и 3 независимых члена, как в лучших домах Лондона. И, собственно говоря, государство через НАП-совет отделено от операционной деятельности компании. В книжках пишут, что подобные корпоративные реформы должны приводить к увеличению эффективности управления компанией. Ну и мы последние 10 лет эти книжки читаем, корпоратизируем, проводим конкурсы, набираем независимых членов. Под эту корпоратизацию второй фундаментальный процесс, факт, который произошел, произошла переоценка активов Энергоатома. То есть фактически то имущество, которое Энергоатом находится на контролируемой территории, то есть без Запорожской АЭС, по ней пока нет.
оно было переоценено в 2,8 раза. Переоценка, то есть увеличение стоимости, значит, активов в 2,8 раза приводит к увеличению амортизационных начислений и, соответственно, процентов на 40 благодаря этой операции повысилась себестоимость выработки электроэнергии энергоатома. Понятно, да? То есть тем больше стоимость актива, тем больше амортначисления, они ложатся на валовые затраты. Значит, у компании с той части кэшфлоу, которую она получает за продажу электроэнергии, остается больше денег физически. И фактически это два основных источника денег для энергоатома. И эти все деньги имеют внутриукраинскую природу. На конце этих цепочек украинский потребитель. Никаких новых третьих сторон, международных финансовых организаций, каких-то банков и так далее, которые, в отличие, скажем так, от других компаний, в отличие от Укрэнерго, к примеру, да, которые финансируют или собираются финансировать эти стройки, пока их нет. Значит, весь этот денежный поток, это поток от украинских потребителей. И вообще говоря, в этом всем ворохе всех вопросов, которых миллион на повестке дня, имеет вообще говоря смысл разобраться, можем ли мы вообще себе это позволить. А может это не на часе. То есть, а может быть надо как-то пока война, есть другие приоритеты. А может таки, например, за эти деньги сформировать таки этот фонд, то бишь фактически отобрать их у энергоатома на другие нужды. А может, много вопросов, а может. Да? Вообще говоря, в мире есть две схемы финансирования крупных атомных строек. И первая схема, самая нормальная, самая здоровая, и которую используют большинство стран мира, это схема, когда страна-поставщик технологии приходит со своей схемой финансирования. Например, Росатом построил в Беларуси атомную электростанцию. Под Гродно. А? Под Гродно. Да. Значит, она была построена Атомэкспортом, как EPC-контрактором, но есть государственный кредит под 2% годовых от России, Беларуси под эту стройку. Белоруссия дала, по-моему, в эквиваленте это там 7 центов тариф долгосрочный. И вся эта схема сложилась. Она на выходе получает атомную электростанцию под ключ, построенную там, структурами Росатома и профинансирована напрямую из российского бюджета там, за 2% годовых кредитов. В каком-нибудь Бангладеше, да, русские тоже строят по такой схеме. Бангладеше строят? Да, русские, Росатом очень много строит по миру. Не, они в Турции строят. Например, в Турции электростанция атомная Акуе, она строится по схеме Build, Operation, Transfer. То есть русские вообще все делают под ключ. И даже эксплуатирующая компания временно ихняя. То есть они поставляют технологию, сами все проектируют, сами все строят. Они управляют компанией-заказчиком, которая просто находится в Турции. И на турецком энергорынке продает электроэнергию по внутритурецким правилам. Они его эксплуатируют и потом на определенных условиях, когда там, после окупаемости этого всего парохода передают, примерно. А турки учатся, по сути, технологическим процессом. Где учатся, где не учатся. В свое время Китай много учился. Да? Есть разные схемы. Даже для 3-4 блока Хмельницкой АЭС в далеком 2010 году после победы Януковича на президентских выборах рассматривалась достройка Хмельницкого 3-4 блока по российской технологии за российские бабки. Только речь тогда и шла о кредите Сбербанка России на эту достройку. Речь шла о 32 миллиардах гривен по курсу 2010 года, это меньше 8, это, грубо говоря, 4 миллиарда долларов. Да? Речь шла о 4 миллиардах долларов и о кредите под 7-9% годовых в долларе. И тогда
наша злочинная влада Януковича посчитала это очень дорогими деньгами. И фактически вот тут вот движуха и шла, пытались там согласовывать, а после того, когда начались там крымские события, вот и потом Донбасс и так далее, понятное дело, это все вкануло в лету. И, ну, и не было профинансировано. И, то есть фактически это очень капиталоемкая история. Да, иногда страны строят за свои как бы деньги. Да? Это второй способ достройки, плохой способ достройки. Да? Вот, и по которому мы, по всей видимости, идем. Потому что ни одного инвестиционного как бы, прорыва на повестке дня пока не предвидится. Но раз это так, раз тарифы подняты уже, деньги собраны уже, их не отобрали у компании. И идет речь о инвестпрограммах, о решениях и так далее, соблюдая все нормы приличия, этики и закона, не влазя напрямую в хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта с независимым советом и так далее, но вообще говоря, ну, народные депутаты Украины имеют право, ну, знать, понимать, значит, что происходит, иметь доступ к документам и так далее. Потому что это в конечном итоге влияет на всех. И вот в такой парадигме, как бы мы находимся. Значит, вопросов, вот даже вчерашняя, скажем так, рабочая группа показала, что их очень много. Вопросов, подвисших в воздухе, пока без ответов. Ну, либо где правильные ответы всем и так понятны, даже если их не дает Энергоатом. Да? К примеру. Достройка 3-4 блока в существующих условиях — это достаточно сложная проектно-инженерная задача. Хмельницкая АЭС, ты имеешь в виду? Хмельницкая АЭС, я Да. что сказал. Хмельницкая АЭС, конечно, 3-4 блока ХАЭС. Достаточно сложная задача. Там есть миллион проблем инженерных. Те реакторы, под которые раньше строились, и те реакторы, которые, например, сейчас планируют купить в Болгарии, реакторы, значит, ну, разной конструкции, у них разная геометрия. Они не для этих фундаментов, например. Да? У этих реакторов, к примеру, другое топливо. Там твелы чуть длиннее. Да? Если мы не собираемся покупать топливо у русских и хотим, чтобы нам его, например, сделал Westinghouse, то ему тоже нужно время. Это можно сделать, безусловно. То есть я не говорю, что это нельзя сделать, но просто есть очень много объективных проблем и процессов, которые должны пройти и закончиться. Да? Значит, болгары в сегодняшних реалиях это, скажем так, сложный контрагент из-за их внутренней политической ситуации. В Болгарии там 8 или 9 выборов за последние 3 года. Да. Сейчас вроде бы номинально как бы есть коалиция, она очень неустойчивая. Есть решение болгарского парламента о продаже вот этих реакторов с АЭС Белина Украине. Его постоянно это разрешение как бы переносят. Вот. Есть внутриболгарские спекуляции, ну там и борьба политическая, потому что есть разные силы, которые и так далее, да? То есть вот это вот очень как бы тонкий момент, да? Вот. Да, есть много вопросов. Значит, там, например, спецификация оборудования, которое в Болгарии, оно некомплектное. Ну, имеется в виду, это не все оборудование, которое необходимо. Есть вторая часть оборудования, которую нужно подумать, где взять. Когда это происходит с самого начала, это как в Беларуси, да, когда у тебя есть компания, владелец технологии, которая все как бы делает под ключ, там все понятно. Мы находимся с этой стороной в войне. Да. Это можно сделать в конечном итоге. Эти миллион инженерных и прочих, и проектных и так далее задач как бы решить. Но это как минимум сроки. Существует, например, проблема трансграничного согласования. Мы должны будем со странами-соседями, вообще говоря, эту достройку как бы согласовать.
Есть проект 3-4 блока, условно на болгарских реакторах. Есть же проект 5-6 блока на американских реакторах. И этот договор с Вестингаусом, вообще говоря, подписан. И в Соединенных Штатах тоже происходит, скажем так, свой политический проект, свой политический процесс, который, начиная, значит, этот весь авианосец с 20 января начинает менять, так сказать, траекторию своего движения. Да? Есть уже Пайс Саммер, это вот та электростанция атомная, с которой предполагается, значит, там покупка этой оборудования. Есть там обращение сенаторов, например, уже там, а зачем, значит, это вообще как бы продавать Украине и так далее. То есть есть миллион вопросов. Я вчера задал вот, ну, как бы в прямом эфире руководству Энергоатома, ну, простой вопрос. Скажите, вот конечная стоимость проекта, а значит для потребителя в нашей реальности, в конечном итоге для украинского потребителя, она зависит не только от прямых костов, она зависит еще от срока реализации проекта, потому что деньги имеют стоимость во времени. Руководство Энергоатома абсолютно последний год на всех вот согласовательных там, значит, встречах там, в комитете, значит, в Верховной Раде, там с фракцией, например, была встреча у министра энергетики летом прошлого года, говорит про 3-4 года достройки. Я не самый профессиональный строитель атомных электростанций в этой стране, но кое-что в проектном менеджменте понимаю. И с учетом вот этих вот всех инженерных задач, даже с учетом того, что их можно решить. Да? Подожди, здесь надо говориться, потому что не все ж люди понимают, что иронию твоих слов. Ирония слов Курчева заключается в том, что у него одна из крупнейших, а может быть самая крупная инженерная компания, которая в сфере энергетики строит, занимается проектированием, строительством энергообъектов, правильно? Вот. И, ну, и ты, да, только атомные электростанции мы не проектируем, не строим. Да, вот, атомные электростанции, остальное правильно. Да, атомные электростанции вы не строили, но ты физик еще по образованию. Да. Поэтому что-то, вот ирония заключалась в этом, что-то ты в этом понимаешь. Да. И как бы если учесть все реальные необходимые сроки для этого титанически сложного процесса, это уже без иронии совершенно, да? То у меня сетевой график вот этого всего процесса с учетом и разрешительной системы, и перепроектирования, и докомплектации, даже если мы реализуем принятый закон о покупке болгарских реакторов, вот на все остальное, вот у меня вот быстрее, чем за 9-10 лет график не складывается никак. Вот, ну просто никак. А это принципиально важные вещи. Это будет стоить либо, скажем так, я не знаю, 5-6 миллиардов долларов, либо 12-13 миллиардов долларов при прочих равных. Да? И, ну, естественно, значит, желание членов как бы ТСК, вообще говоря, попросить в Энергоатоме этот график, попросить пояснить его. Это может быть закрытое совещание, если там есть, значит, информация с закрытым доступом и так далее, и так далее. Но вообще, ребята, ну а как вы, вот можно вот крупными мазками, вот просто вехами, но вот если вот 3-4 года вот здесь, вот что через полгода, что через год, что через, вот можно вот вехами как-то вот это вот все уместить, да? Вот я, например, не знаю, как это уместить. И это принципиальная история. Например, другая принципиальная история. Значит, сами атомные блоки, то есть в контуре атомной электростанции, это один процесс. Но для того, чтобы 2 или, если учитывать 5-6 блок, 4000 мегаватт, там 4 плюс 1000 мегаватт, выдать вообще в какой-то точке энергосистемы, то, вообще говоря, нужна схема выдачи мощности. Нужны магистральные отходящие линии от этого узла.
У нас оператором этих системы передачи является НЭК Укрэнерго. НЭК Укрэнерго вообще как системный оператор ведет десятилетний план, в котором учтены все, например, там, сетевые мероприятия по энергосистеме Украины. В актуальном на сегодня плане этих мероприятий нет. Но позиция Укрэнерго очень простая. Будет принят закон, мы начинаем работать, начинаем проектировать, строить. А нет закона, мы не проектируем, не строим. Напоминаю, в прошлом году не удалось, скажем так, убедить депутатский корпус и проголосовать закон о достройке 3-4 блока. Поэтому этот условно закон был разделен на два, или из него вычленено было вот это вот решение о покупке. Этот закон о покупке болгарских реакторов был проголосован, подписан президентом, стал законом. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но это как бы закон на сегодняшний день, и тогда вся управленческая вертикаль как бы должна его выполнять. Но это часть общей сложной задачи. И я вообще как бы без иронии, да? Но с точки зрения выдачи мощности, если совсем так вот, учитывая там определенную, скажем так, экспертность, да, глянуть на это дело, то, хорошо, учитывая те мероприятия, которые есть до 30-го года, вот в этом плане десятилетнем, там линии двухцепная ХС Лесная к 30-му году, 330 киловольт, и там еще одна линия, да. В принципе, 3-й и 4-й блок, если Укрэнерго это построит по существенному плану, он выдается. 5-й и 6-й нет. Я задал вчера вопрос. И представитель Минэнерго взял ответ. Да? Ребят, а что у вас с этим вопросом? Есть какое-то движение? Мы начали консультации. У нас было несколько предварительных совещаний, мы начали консультации. То есть, еще раз, тарифы повышены, деньги потребитель уже заплатил. Они уже зашли в компанию. Закон о покупке блоков уже принят. Пароход как бы движется полным ходом. А необходимые элементы для того, чтобы это все работало как бы в комплексе, да, и имело возможность выдачи, этого не происходит. То есть абсолютная рассинхронизация хозяйствующих субъектов между собой, которые, кто в иерархии управления Минэнерго, кто в иерархии управления Кабмином, но все равно оно сходится на Кабмине. Да? Это же проблема. Страна платит огромные деньги за это все дело. Да? С таким подходом и с таким планированием и управлением, то мы можем ничего не построить. Да? Есть миллион других аспектов. Есть, не знаю, водный баланс вокруг Хмельницкой атомной электростанции. Тебе вообще для обеспечения работы в будущем 6 блоков тебе нужна, вообще говоря, вода. А ее там, вообще говоря, нет. Да, там проблема. Да. Другая технология, строить градирни, другие сопутствующие затраты. Короче, миллион вопросов. Но самый главный вопрос. Вот когда ты хочешь, у тебя есть какой-то бизнес-проект, неважно, там не атомная электростанция. Ты приходишь к инвестору или в банк. Но тебя, вообще говоря, просят там, бизнес-план, финансовую модель. Угу. Ты говоришь, ребята, вот мои капексы, вот мои опексы, вот у меня прогнозный денежный поток, вот моя экономика, вот мой ИРР, дайте денег на таких-то условиях, вот моя финансовая модель, она это выдержит. Мы задаем вопрос, или депутаты задают вопрос, ребята, а у вас есть эта финмодель? Вот вы строите блоки, а какой будущий их коэффициент использования мощности? Тебе надо, чтобы блок работал. Там, например, минус ремонтная кампания по году. Был в работе. И его кэшфлоу там столько-то
там, миллиардов киловатт-часов. По вот такой цене. Да, цена на, скажем так, нерегулируемом рынке это величина прогнозная, а не тарифная. Ну, как бы, тем не менее. И эта финмодель должна сходиться. А у тебя нет этого понимания. У тебя есть сетевые ограничения по той простой причине, что нету пока сетей достаточно. Да? Ты не отвечаешь на вопрос, а что с будущим балансом? А 4000 мегаватт больше, там блоки большей мощности, 4 плюс тысячи мегаватт базовой нерегулируемой нагрузки в структуре баланса, это, ну, оно будет воспринято энергосистемой, либо ты попадешь еще в балансовые ограничения, например, в ночной минимум, в ночной провал. Что такое балансовое ограничение в ночном минимуме? Ну, у тебя потребление по суткам это вот такой вот двугорбый верблюд. То есть летом, зимой, в смысле ночью минимальная, есть внутренний пик, дневной провал, вечерний пик, который больше, и ночь. Да? Если у тебя блок нерегулируемый, а третий, четвертый блок, вот этот вот, если речь идти о болгарских реакторах, они нерегулируемые. В пятом, шестом, вот если это американская технология, значит, AP1000, значит, они более гибкие, скажем так. Да? Но если у тебя он в разрезе суток нерегулируемый, то фактически сам профиль энергорынка, он в ночном минимуме потребления системы накладывает ограничения определенные. И тогда энергоатом всем своим составом блоков он будет заперт вот в этом вот минимуме, грубо говоря. А получится что? А получится то, что даже закончив ремонт, и часть блоков будут стоять при таком подходе. Часть блоков просто будут заперты по балансу, они будут стоять. И коэффициент использования мощности у тебя не будет там 90 плюс процентов, а будет, например, там, я не знаю, 72. Например. А если ты в своей фин-модели учтешь этот там 72, то она у тебя ни хрена не сойдется. И это не окупится никогда. То есть, условно... Смотри, либо я не прав, ну либо я не прав. Смотри, просто ту же самую Запорожскую АЭС строили под конкретных больших потребителей электроэнергии. Конечно. Ферросплавы, что там Конечно. еще, Николаевских Конечно, диноземов. это Днепровский промышленный кластер, конечно, Госплан СССР там все делал по уму. Вот тебе 1, 2, 3, 4 завод, вот тебе потребитель, вот тебе сети, вот тебе атомная электростанция. С базовой нагрузкой, потому что у тебя совпадают профили условно генерации и потребления. Потому что какой-нибудь там, он там в 3 смены работает, этот завод. Сейчас больше условий, сейчас другая среда, другая экономическая система, иначе распределены производительные силы по стране. Да? И есть очень много вопросов, значит, на которые любой хозяйствующий субъект, который претендует на инвестиции, вообще говоря, должен отвечать. Особенно с Напсоветом, как в лучших домах Лондона. И это ж не какая-то военная тайна. Это ж тебе не критически важная информация, потому что в случае утечки может куда-нибудь прилететь. Это же простая история. Простая история верхнего уровня там, для профильного комитета или в данном случае там, для ТСК как бы, по энергетике. Для того, чтобы в конечном итоге, посмотрев на эти фин-модели, понять, вообще говоря, динамику потребности денег для этих мегастроек и отдавать себе отчет, ребята, а 1 июня 2025 года мы будем снова повышать тариф? Либо, может наоборот, мы его, вообще говоря, мало повысили в прошлый раз? Может денег не хватает? Может быть, это политически мотивированное решение, а повысить надо было еще больше? Потому что иначе будет кассовый разрыв. Ну, потому что это нельзя будет, купить можно, а построить нельзя, потому что денег нет. Много вопросов, и они взаимосвязаны. И вот эта вот как бы, дискуссия, еще раз, оформленная очень корректно в виде там,
парламентских процессов и так далее, и так далее, и так далее, должна в конечном итоге привести к выводам, которые в конечном итоге будут проголосованы парламентом. Вот я считаю, что это очень правильное, как бы нужное дело, которое позволит много очень спекуляций на эту тему, вообще говоря, снять. Большой он тариф, значит, небольшой, значит, украли, значит, или не украли, значит, и так далее, и так далее. Да? Вот. Поэтому правильное дело, вот я в нем участвую. Вот, и ну, рассчитываю, что мы ну, как бы доведем как бы, это до конца. Доведем это до конца. Это так, вот если переводить с какого-нибудь сложного инженерного или такого бюрократического языка на человеческий общепонятный. И вот в пятницу мы хотим в такой рабочей группе поработать с Укрэнерго. Там еще больше вопросов по направлениям, потому что в нашей существующей модели рынка Укрэнерго это одно юридическое лицо, но оно совмещает в себе 5 рыночных функций. Это и диспетчеризация, это и системный оператор, то есть оператор передачи, вот, это и оператор учета и так далее. Да? И есть очень много вопросов, начиная от фортификаций, заканчивая оккупированной территорией. Вот, где ну, де-факто управленческая система наша не сработала, как должна была сработать, на мой взгляд, что породило огромное количество убытков по цепочке для всех остальных субъектов рынка, которые измеряются десятками миллиардов гривен. Вот, поэтому с твоего позволения буду периодически к тебе приходить и вот с учетом значит, этих вот красных линий этического и законодательного значит, порядка будем на эти темы беседовать, отвечать на вопросы и максимально значит, украинскую аудиторию в эти процессы вовлекать. Вот. Вот. А для, например, там спонсоров твоих или вообще значит, активных как бы, граждан, если у них есть вопросы или пожелания, или какой-нибудь, может, интересный фактаж, который почему-то там был упущен, вот, а его стоит как-то осмыслить или там дорасследовать, и это влияет в конечном итоге на цены на энергоносители, да, то можно будет это, наверное, там, посмотреть дополнительно и дорасследовать. Вот такой вот. Ну да, поэтому пишите. Если это, пишите в этот, куда? Тебе в личку на Facebook? Нет, или писать можно мне? Куда угодно. Можно писать прямо на комиссию, можно писать на комиссию это Facebook, куда? на Facebook. Я напишу, куда там есть все официальные реквизиты. Вот. У себя напишешь на Фейсбуке тогда. Хорошо. Да. Хорошо. Владимиру на Veritas пишешь. Это строительство вылезет нам таким долгостроем, что за эти деньги можно будет несколько построить атомных электростанций. Тут спрашивают, а был ли конкурс на проект АЭС с французами или корейцами или китайцами? Ну, конечно, было. Ну, смотри, ну правильный вопрос. Ну, конечно, Смотри, правильно. Ну, правильный вопрос. Но все, ну вот, я не знаю, как бы, кто эти люди. Ну, наверное, не профессиональные строители атомных как бы, электростанций, но есть вопросы, которые ну, на поверхности. Ну, Польша конкурсы проводит, Великобритания как бы, конкурсы проводит, открытые конкурсы. Да? Когда какие-нибудь условные корейцы приходят на конкурс значит, с предложением EPCF, то бишь EPC контракт плюс финансирование, плюс схема финансирования, да? Более того, корейцы настолько матерые, которые там на внутриамериканском рынке там побеждают американские компании, к примеру, да? Но много вопросов, почему нету открытых конкурсов. Ну, будут ответы. Тут спрашивают, когда в планах доклад по демографии? Скоро. Я Гуртьева бомбардирую каждую неделю, поверьте. Скоро. Ну, мы развернем еще там пару эфиров по этой теме, потом будет, ну, я думаю, через недельки 1,5-2. Ну, через 2. Потому что на следующей неделе тоже будет эфир. Потом уже как бы будем закрыть по демографии.
Дарницький і особливо Подільський мост з'їли бюджети Х2 мінімум. Будуємо теплиці, безкоштовна електрика. Ну, это сарказм по поводу... Смотрите, сарказм не безосновательный. Дело в том, что это ж не только, ну, скажем, атомный блок — это сильно более сложное инженерное сооружение, чем Дарницкий мост, увы. Да? И есть в мире разный опыт строительства блоков с нуля. И в большей части это опыт негативный, когда всегда плывут сроки, и X2, X3 плывут бюджеты. Даже с учетом более прозрачной какой-нибудь там системы управления, какой-нибудь там, не знаю, там, британской бизнес-экосистеме. Да? Конечно, именно поэтому это все настораживает очень сильно. И является ли с точки зрения украинского государства эти в сегодняшних условиях эти проекты самым оптимальным способом размещения ресурсов, которые, подчеркиваю, уже есть. Украинский потребитель за это заплатил. Ну, тут зрители правильно пишут, что если в будущем появится там... То есть, если страна будет развиваться, то в будущем наверняка появятся потребности в этих мощностях. Но это не должно Безусловно. Конечно. Безусловно. Но это же должно происходить вот в рамках какого-то планирования, я так Безусловно. Безусловно. Что, ну, не может появиться там новый какой-то ферросплавный завод, вот просто так вот. Условно говоря, мы строим там реакторы, а ферросплавный завод появляется где-то на другом конце страны, ну, условно, в том же самом Николаеве, там, да, например. Угу. Когда логичнее там было делать рядом, как Запорожская АЭС делали. Ну, смотри, это не обязательно как бы рядом. На то она единая как бы энергосистема, поэтому если у тебя все построено по книжке и выполнены нормы технологического проектирования, вот, то оно все выдается. Завод можно построить там, где условно порт, угу. ГОК можно построить там, где месторождение, а атомная электростанция может быть как бы в третьем месте. Да, но с точки зрения соответствия одно другого и вообще потребностей как бы экономики, ну, безусловно, оно должно соответствовать. Потому что ты же должен провести ЛЭП, должен поставить все эти трансформаторы, это все деньги, ты должен это рассчитать. Потому что одно дело, когда оно на 1000 километров идет, безусловно, вопрос очень глобальный. Он выходит далеко за пределы контура управления как бы энергоатома. Это вопросы стратегического планирования, долгосрочной стратегии, высшего уровня иерархии, отраслевых стратегий, стратегий территориального развития, и все они друг другу должны как бы соответствовать, безусловно. Да? Это наша общестрановая проблема, вот, а не отдельной как бы компании. Вот. Но как бы инфраструктурный проект подобного масштаба, который стоит миллиарды долларов, ты не можешь просто построить в чистом поле. Ты вынужден отвечать на эти вопросы. Конечно. И если ты 4 миллиарда, по моим подсчетам 5-6, если быстро, и больше 10, если медленно, закапываешь в эти 2000 мегаватт, ну как минимум, для того, чтобы как бы их отбить, все должно сделано по уму, все должно быть работать, выдаваться, и коэффициент использования мощности должен быть там 90+%. Тогда финансовые модели хотя бы сходятся. Друзья, я дал ФБ Куртева в чате и на Романенко Шорсе, и на основном канале, поэтому найдете. В описании к эфиру я тоже сейчас туда закину, поэтому те, кто вопросы хотите задать, задавайте ему на ФБ. В личку там пишите или в комментариях, он даст пост, и, собственно говоря, этот процесс пойдет. Кстати, писать нужно правильнее всего насчет Алексея Кучеренко, главе ТСК. Он абсолютно публичная как бы личность, по 5 постов как бы в день. Есть сама Facebook страничка самой ТСК, ее очень легко найти. Как она называется? Как в Фейсбуке. Мы напишем. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування фактів там бла-бла-бла-бла енергетики. Сложно называется. Ну так а как искать? Мы напишем прямо вот к этому эфиру, мы дадим как бы соответствующую ссылку. Да. А как? То есть мой посыл очень простой. Как бы это очень важные вещи, влияющие на всех. Вот не будьте безразличны и вовлекайтесь в эту историю. Вопрос такой. Как насчет ММР, малый модульный реактор? Это адекватное решение для Украины? Недавно слышал убеждающие нарративы. Смотри, значит,
До этого вопроса как бы мы не дошли, потому что пока кроме лозунгов и меморандумов пока как бы ничего нет. Но это важные вопросы, потому что стратегия вообще как бы компании комплексная. Да? Если вот здесь мы достраиваем, например, там эти блоки на болгарских реакторах, вот эти, значит, мы строим на американской технологии, вот, а малые модульные реакторы мы строим где и на какой технологии, да? И что у тебя будет вообще с общим балансом, потому что чем у тебя больше мощностей, тем острее стоит вопрос регулирования и выдачи, да, и будущего как бы кэшфлоу. Нету пока что обсуждать. Нету, если здесь уже есть там процесс договоренности, закон, деньги и так далее, по ММРам пока нечего как бы обсуждать. Ну, при первой возможности, скажем так, попробуем вопрос понять и обсудить. Но отработанные технологии как бы в мире полностью, которые имеют успешное коммерческое использование, вообще говоря, нет. Не нужно считать, что это какой-то там бином Ньютона. Значит, фактически ММРы это реакторы 3 плюс поколения или там 4-го поколения на медленных нейтронах, как правило. Вот. Этой технологии там условно как бы 50 лет. Это то же самое, только более мелкое, там, трошки более эффективное и так далее. Там нет никаких там фундаментальных порывов научных, грубо говоря, да? Просто рыночная конъюнктура поменялась, вот, и под эти ниши там, эти ММРы готовят. Там декарбонизационная повестка стоит на повестке дня, да? Есть на пока. Если происходит вывод старых угольных тепловых электростанций из эксплуатации, да, но есть площадка, есть подведенные коммуникации, сети, дороги и все остальное, есть там такая рациональная, скажем так, идея в этих же местах строить в будущем как бы ММРы. Но до этого очень далеко, это 10 плюс лет, и Украина не лидер в этом процессе, абсолютно. У нас нету своей технологии, нам придется кого-то выбирать, там, не знаю, там Holtec, Rolls-Royce или там тот же Westinghouse. Вот. Но, по крайней мере, этот вопрос не стоит остро, и на него пока еще не успели потратить много денег. Вот. И на обсуждение его как бы есть время. Вот. А есть вопросы, которые сильно перезрели. И решать надо вчера. По маневровой мощности вопрос был так. Сейчас, секунду. Что у нас, говорил ли Виктор, какие у нас остались маневровые мощности? То есть какой дефицит маневровых мощностей? Он измеряется тысячами мегаватт. Угу. Мы, условно, в первой половине прошлого года нам на пике разбомбили 9,2. Это маневренная тепловые и гидроэлектростанции. Потом мы там чуть меньше 3 там поремонтировали. Есть чистая негативная сальдо в 6 плюс тысяч мегаватт, которая выбыла из эксплуатации на сегодняшний день. Есть площадки, которые настолько разрушены, там не имеет смысла вообще, что бы то ни было, останавливать. Есть там, где уже восстановили в прошлом году, к примеру. Да? Но безусловно, стоит вопрос их защиты. Далее. Потому что будками-черепахами это защитить невозможно. То есть нужно сильное ПВО? Нужно сильное ПВО, нужно РЭБы, нужно эшелонированное ПВО по стране, нужна как бы логика. То есть, конечно же, невозможно бетоном все защитить. Угу. А можливо повернення в нашу енергосистему Запорізької АЕС не потребує збільшення мінімального рівня споживання? Запорожская АЭС, начиная с какого-нибудь августа 2022 года, она не работает. Но ее собственные нужды запитаны с украинской стороны. И она часть украинской энергосистемы. Угу. По-прежнему. Да, от Запорожской АЭС отходит 10 линий. Правильно, вернее сказать, от Запорожского узла. Потому что это Запорожская атомная электростанция и забор Запорожская тепловая электростанция, которая лежит в ДТЭКу. Это один электрический узел. У него есть 4 связи по 750 киловольт
и 6 связей по 330 киловольт с энергосистемой как бы Украины. Из 4750 2 идут на контролируемую территорию, 2 идут на неконтролируемую территорию. А из 6 связей 330 2 идут в сторону там, Никопольского ферросплавного на контролируемую территорию и 4 на неконтролируемую. И инфраструктура, которая отходит от узла ЗАЭС-ЗАТЭС в сторону оккупированной территории, она вся разрушена. Они ее периодически чинят, ну они в смысле ПРАК. Они ее периодически чинят, вот там периодически курит матрос крейсера «Москва», оно периодически ломается. Вот так и живем 2,5 года ЗАЭС пока в украинской энергосистеме. И если решится вопрос, даже, скажем так, без полной деоккупации этой территории, но с вырезанием ее из конфликта, к примеру, а есть такой трек, он пока не удался, но он есть, ему там 2,5 года, то за счет их вообще в украинскую сторону 2 связи 750, но одна сильно разрушена, короче, там 3 шнурка сейчас, 3 шнурка от Украины. В принципе, 2000 мегаватт выдать можно. То есть 2 блока из 6 может работать в украинской энергосистеме по существующим связям без полной деоккупации той части территории. Угу. А если, условно говоря, будет договоренность, что ЗАЭС скажем так, будет работать в украинскую энергосистему, то это означает, что нужно будет построить, но при этом будет оккупирована вот эта территория окружающая, это означает, что нужно будет построить какое-то количество этих веток, чтобы еще 4 энергоблока могли быть подключены. Это новая сложная инженерная задача, и на ее реализацию нужно будут годы, потому что 6000 мегаватт это не шутки, это большое сетевое строительство. Угу. Так. Тут спрашивают, а даже если вернуть ЗАЭС в энергосеть, хватит ли воды для работы? Ну, с учетом разрушенной Каховки. Я думаю, что там это вопрос решается. Я думаю, что это будет подвязано как бы с восстановлением Каховки. После разрушения дамбы Каховки, безусловно, Днепр ушел, да, и есть расстояние, грубо говоря, между прудовым охладителем ЗАЭС, который достаточной как бы емкости, и самим как бы Днепром, но вопрос доставки воды в пруд-охладитель, в принципе, он решается, он не критичный, это можно сделать. Но это еще раз при наличии, вообще говоря, какого-то контроля, или элементарной безопасности для эксплуатационного персонала. А что мы ввели в эксплуатацию с донорских закрытых европейских ТЭЦ? Или это только лозунги, которые прозвучали, и все? За вот это время последнее, да, много газопоршневой небольшой генерации децентрализованной построено. Угу. Это за донорские деньги или за деньги бизнеса? Много за донорские деньги, но, как правило, когда ты строишь за свои, то эффективность управления деньгами сильно выше. Поэтому то, что реально было построено, почти 900 мегаватт было построено, большая часть это свои деньги, а из того, что пущено, вот так вот, из того, что пущено. Вот. А меньшая часть, очень много установок было куплено, подарено донорам, к примеру, там, Громадам, Житлокоммунэнерго и прочим этим, но там не готово ни проекта, ни сетей, ни газовых, ни электрических, ни так далее, и так далее. Вот можно много очень такого вот оборудования, которое было физически донорами поставлено, лежит на складе и не включено сейчас в систему. А крупные монополии наши, там Укрнафта, к примеру, там Нефтегаз Украины и так далее, когда Владимир Александрович в прошлом году в Берлине на конференции по восстановлению, значит, говорил про 1000 мегаватт и тряс бумажкой, то это были вполне конкретные 1000 мегаватт, которые вполне конкретными компаниями должны были быть введены в эксплуатацию. Так вот, эта задача провалена. Там процент выполнения на 31 декабря, вот из того списка президентского, 8%. А остальные 800 плюс мегаватт, как правило, в контуре самих потребителей, то есть внутри промышленных площадок, сделал частный украинский бизнес. Понятненько. Так.
Я уточню, Тарас Федор пишет, там же вроде Германия и Балтия обещали помочь с ремонтом ТЭС за счет предоставления этих оборудования со своих закрытых ТЭС. Смотри, ну, если говорить про децентрализованную генерацию, это надо делать тогда отдельный как бы эфир. Там очень много вопросов, как это должно быть сделано по уму. И каким образом украинское государство с минимальным, скажем так, финансовым плечом, как это могло там в разы, скажем так, увеличить вводы. Вот я считаю, что план президента Зеленского про 1000 мегаватт был консервативен. Вот сделав все иначе, можно было физически пустить уже много больше. Окей. Так, второй еще вопрос. Секунда. Цікаво, ну, мы уже уходим просто в другие, как ребята, мы уже... Да, давай не уходить. Да, не будем уходить, потому что тут... Тематика была как бы Да. важная, значит, ТСК, Энергоатом, вот, и эффективность в конечном итоге для народа Украины, вот этих всех историй. Вот, и мы все монополии переберем по пальцам, Да. и постараемся внести в ясность везде. Ну, ответь на вопрос кратко, ты просто в это хорошо знаешь. Это такой вот как бы вопрос от наших постоянных зрителей. Вот интересная мысль. Важно ли инвестировать в зеленый тариф на 30 киловатт или нет сейчас? Важно или не важно? Не, важно, ну, нужно ли инвестировать? Ну, ты домохозяйство, там, на 30 киловатт же ты можешь, как бы там, да? Смотрите, компонента солнечных, солнечной генерации у нас гипертрофирована велика по отношению к другим, скажем так, источникам. И если она строится без устройств накопления, и вот как солнце светит, вот туда она и выдает, и в те же часы, да, то у нас есть такое явление, как дневной провал цены. Потому что особенно скажем так, в летний период, когда все там 6, их, наверное, уже больше 1000 мегаватт солнечных электростанций как бы колбасят, и без устройств накопления, которые позволяют, вот, скажем так, днем работают в режиме закачки, а переносят этот пик генерации там на вечерний максимум, скажем так, да? Вот, то у нас есть такое как бы явление, вот, и наша энергосистема сильно разбалансирована. У нас много энергии тогда, когда она не нужна, и дефицит жесткий, когда она нужна. Вот так вот. Поэтому, если вы посчитали, и ваша экономика вашего личного домохозяйства сходится, и вам это нравится, но, безусловно, вы же не создаете правила игры в этой стране. Ну, постройте. Но нужно ли это в системе в целом? Нет, в системе в целом нужны другие решения. Угу. Ну, короче говоря, на этом вы не заработаете. Если... Почему не заработаешь? Ну, если существующих этих его, там, не знаю, там, за 4-4,5 года эта штука окупится, если сделать правильно. Угу. В сегодняшних реалиях. Угу. Хорошо. Все, на этом заканчиваем. На следующей неделе будет продолжение этой энергетической серии. Спасибо Виктору Куртеру. Через 40 минут у нас эфир с Тамерланом Вагабовым. В чем ошибки Арти Грина? Потому что последний эфир с Арти Грином был очень крутой. Всем советую посмотреть. Он там поднял ряд вопросов. И вот Тамерлан отреагировал. Там, решили, так сказать, вот, сбалансировать вот то, что там услышали. Поэтому в 20:00 включайтесь. На этом заканчиваем. Пока. До свидания.